Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень глубокую и интересную тему, а именно вопрос вашей кармы, кармического воплощения в этой жизни. Конечно, карма — это такое сложное понятие. Сама по себе карма означает понятие действия. Иными словами, это закон причинно-следственных связей. По принципу, что вы действовали, как себя вели, какие поступки совершали, такой ответ от социума, от Вселенной вы получаете обратно, такой отклик. Поэтому наша задача проанализировать, с какими кармическими наработками с прошлых жизней вы вошли в это воплощение, как подкорректировать эту ситуацию, как сделать так, чтобы вы текущее воплощение прожили максимально комфортно, исправили какие-то косяки, если насколько это возможно, но и создали для себя ореол счастливой и благополучной жизни. Конечно, вы будете парировать и говорить о том, что это базовые, общие понятия для всех представителей знака зодиака Козерог. И я с этим с вами буду согласна, потому что наиболее правильным и точным для вас это будет индивидуальный расчет кармических задач. Вам его может выполнить кармолог, нумеролог или астролог, четко проанализировать, просмотреть все ваши кармические узловые точки и дать вам соответствующего рода рекомендации. Но тем не менее, для чего мы смотрим базовые энергии и базовые кармические задачи? Потому что в любом случае вы будете их проживать. Это основополагающее, это то, с чем вы вошли в эту жизнь, и избежать вам этого не удастся. Поэтому давайте смотреть, анализировать и делать выводы. Итак, Козероги. Вы соответствуете в колоде Таро, то есть вашей картой сигнификатором является аркан Дьявол. И я буду объяснять, почему именно Дьявол. И вы отвечаете в натальном поле за 10-й дом. Что такое у нас 10-й дом, что он собой представляет и по сути для чего он нужен? 10-й дом — это у нас точка цели или вершина гороскопа. Это дом профессионального или социального успеха, карьеры. Он является одним из самых важных полей, потому что он показывает? Он показывает устремления и карьерные амбиции человека, без которых мы мало чего можем добиться в этой жизни, в социуме. Этот дом отвечает за жизненный уровень. Он показывает, чего вы достигнете по итогу как человек в профессии и в жизни. Это дом карьеры, рода занятий, профессиональных достижений, успеха, социального статуса, репутаций, наград. Это все то, что вам так необходимо. Власть, статус, карьера, деньги, признание. Чем-то, если вы слышите, да, схоже с энергиями льва. Потому что вот такая вот уже позиция и стремление к власти, к социуму, к достижению, к целям, к многозадачности, к признанию, к заработку. Да, это также ваши кармические задачи, но несколько в одном ключе. Будем разбирать основные моменты, что же вам нужно проработать. Итак, вам крайне важно научиться самоконтролю и самообладанию. Почему? Потому что вы открываете для себя настоящее значение самообладания, когда ваши главные цели связаны не с внешним миром, а с внутренним. Иными словами, вы должны понять, что самое главное — это научиться контролировать свое сознание. Не позволять внешним обстоятельствам диктовать вам, что вам делать, думать, что чувствовать, а научиться выбирать самому, независимо от того, что происходит вокруг. Иными словами, ваша основная задача, девиз по жизни, вот можете себе прописать, это соответствует львиной позиции, вам крайне важно быть, а не казаться. Вам нужно избавиться в жизни от позиции внешнего шума. Сейчас объясню, о чем здесь идет речь. То есть, если так на сленге, это, знаете, как не кидать понты. Потому что никто не говорит, что вы не должны обладать материальными благами. Должны. Но вы должны понимать, что ваш внутренний стержень, ваша личность — это гораздо важнее того, что вы позиционируете вовне, в социум, или как вы пытаетесь о себе заявить. Да, чисто такая козерожья позиция, всем показать, кто в доме хозяин, потому что что такое дьявол?
Дьявол — это ситуация, когда вы контролируете всех, всеми манипулируете, когда вы всех себе подчиняете, когда вы в людях побуждаете и пробуждаете низкие частоты, низкие вибрации. Потому что ваша основная задача вот эти низкие вибрации проработать в себе и держать их в узде. Потому что по дьяволу это держать свои искушения, это работать над своими искушениями, это не поддаваться, иными словами, дьяволу, да, прорабатывать эти моменты. Потому что основная позиция по этому аркану и ваша задача как Козерога — это самообладание. А что такое самообладание? Это самопожертвование, это умение управлять собой, это умение копить силы. И вот когда вы используете свою целеустремленность, чтобы освободиться от негативных эмоций, нужно начать относиться ко всем доброжелательно. И вот ваша внутренняя мудрость и широта натуры, они помогут сделать вам много и достичь многого в любом деле. То есть, по сути, если вы это делаете с душой, от души и с любовью, то в любом деле, в любом начинании вас ожидает успех. Когда вы не стараетесь понять, что действительно важно для вас, успех он определяет для себя, ну, вы определяете для себя так, как представляют его другие люди. Вот это ошибочная позиция, потому что, по сути, вы можете поддаваться как чужим шаблонам, чужим мотивациям из серии, не знаю, он там Петька себе купил последний Гелендваген там за 300 косарей баксов, чем я хуже, я куплю себе еще какой-нибудь дороже, я куплю себе 2. Ну, я образно. А когда вы покупаете, вы понимаете, блин, а мне, ну, может, по техническим характеристикам, по внешним она классная, но вы можете ощущать себя некомфортно, понять и осознать, что, блин, это не моя машина, мне не подходит, мне, допустим, какая-то там другая марка будет больше нравиться. Может, вам Урус больше нравится. Ну, я не знаю, я образно. Это я вам просто пытаюсь донести, что зачастую, когда в погоне за социальным позиционировать внешний шик, блеск и лоск, вы можете чужие цели, задачи выдавать за свои. Когда будете достигать, вы будете думать, блин, а зачем мне это надо? Я не этого хотел или я не к этому стремился. Это напускное, там, навязанные тренды или навязанные какие-то чьи-то установки. А по факту я понимаю, что мне это не нужно или я от этого не получаю удовольствия. И тогда, когда вы вместо того, чтобы строить свою жизнь в соответствии с собственными желаниями, начинаете тратить свое драгоценное время на то, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, вы получаете в жизни полнейшее разочарование. Вот ваша основная задача — это не быть для кого-то хорошим, не искать от кого-то признания вашим действиям, вашим поступкам. Ну, по принципу, давайте буду объяснять на базовых вещах, это всегда легче воспринимается. Когда мужчина, допустим, дарит женщине, там, не знаю, солидный букет цветов и ждет не просто какого-то там спасибо, да, там, и каких-то объятий, а вам крайне важно, что вам 10 раз напомнили, вас об этом поблагодарили, сказали, блин, ты такой молодец. И вам об этом напомнили в течение дня, кучу смс-ок написали, и прислали кучу фоточек, и вспомнили об этом завтра, послезавтра, через неделю и через месяц. С одной стороны, это хорошо, это вас подпитывает энергетикой, но с другой стороны, когда вы не получаете такой ответной реакции, у вас идет разочарование в ситуации, в человеке, в том, что как бы вас недооценили, ваши действия или ваши поступки. То есть вам кажется, что вас или ваши действия обесценивают или обесценивают вас как личность. И это негативным образом может отражаться как на ваших личных взаимоотношениях, так и на деловых взаимоотношениях. Потому что вам показалось, что как бы недостаточно вам дали отклика, обратной связи, реакции на ваши действия или на ваши поступки. Вы не получили восхищения. Потому что, вот говорю, у вас здесь есть львиная черта, вам крайне важно, чтобы вами восхищались, чтобы вас ставили в пример, чтобы вас хвалили, чтобы вас даже восхваляли, перед вами преклонялись. Но это внутреннее естество, без которого вы никуда. Это, знаете, может быть в чем-то как женская позиция, а я же говорила, да, или я же советовала, поскольку у меня моя бабушка Козерог, да, человек уже очень старой закалки, но вот это чисто козерожьи поступки, ты на 10 раз поклониться, сказать, типа, боже, это такой шикарный рецепт, вот, если это не твой рецепт, я вообще не знаю, как бы я жила и как бы я вообще готовила.
Ну, это образно, это в качестве вам примера. Понятно, что у каждого из вас это в жизни будет выражаться по-разному. Так вот, здесь основной посыл в плане кармы. В первую очередь понимать, что вот внешнее признание, которое вам пытаются выразить, это не единственное подтверждение вашей значимости. То есть откройте для себя, что вот этот внешний лоск, внешние какие-то лесть, неискренние комплименты или неискреннее оценивание ваших поступков, оно обманчиво и не принесет вам удовлетворения. Ну, сейчас я объясню. Одно дело, когда кто-то будет перед вами лобызать: ой, ты такой молодец, ты такой классный, вот это вот сделал, или ты такая классная, вот. Но вы ощущаете нотку фальши. И совсем другое, когда человек, я не знаю, там искренне вас обнимет, поцелует, поблагодарит и скажет: блин, спасибо, вот это настолько вот то, что там я хотела, и спасибо, что ты для меня это сделал. Вот вам важно оценивать и отслеживать, отделять зерна от плевел, то есть понимать, что искреннее и что не напускное, а от души, от сердца. И то, что делается просто для галочки, для пафоса, для того, чтобы потешить ваше эго. Из-за этого, из-за того, что вам хочется вот это вот признание, потому что на самом деле что такое признание? Это когда в детстве мало хвалили, недооценивали или не благодарили вас за те действия или поступки, которые вы совершали. То есть вы не получали признания, допустим, в кругу семьи, среди учителей, среди вашего окружения. И теперь у вас как бы недобор этих эмоций, этого качества, и вы пытаетесь получить это в течение вашей жизни. То есть у некоторых, давайте я вам объясню. Понятно, может быть, это не совсем корректное сравнение, но может быть комплекс Наполеона, когда нужна постоянно похвала. Вот это, знаете, кто следит за Анастасией Волочковой, можете посмотреть. Вот там прослеживается такая нотка: мне, я и так далее. То есть акцент и внимание должно быть сфокусировано на человеке. Вот тогда, когда он получает эту энергию, тогда подпитку, он становится счастливым, он ощущает свою значимость. И крайне важно Козерогу, чтобы о нем помнили, чтобы о нем не забыли, о его поступках, о его вложениях, то, что он для вас сделал, или там сделал для социума, сделал там, не знаю, для семьи, для окружения, для коллег. Это очень важно. Но вам нужно научиться принимать себя таковыми, какими вы есть. Это вот самый главный секрет счастья и успеха для любого Козерога. Когда вы уважаете и цените себя, вы не будете выбивать признание из других людей. Вот признать, что я самый классный или что я самая лучшая. Почему? Потому что это признак непроработанной самооценки или заниженной самооценки, которую пытаются проработать комплексом Наполеона. Услышьте меня, не обижайтесь на эту фразу. Я понимаю, что у многих из вас в большей степени будет отыгрываться асцендент, но вот такой момент у вас здесь может присутствовать. И когда вы знаете, что делаете важное дело, что все силы отдаете тому, что для вас является важным, тогда вы будете по-настоящему проживать жизнь счастливо, потому что это делаете не на показ, а вы делаете это для себя, для своих внутренних убеждений. И только тогда вы сможете начинать жить так, как вам нравится. Вы должны стремиться к тому, чтобы в каждом деле находили радость для себя. И тогда каждое дело вам будет интересно. Тогда вы сможете показать свое чувство юмора, свой подход, свою искренность. Вот это вы сделаете любое дело, любой подход, подарок, поступок интересным для других людей. И вы просто действительно будете черпать эту похвалу, это признание, призвание ваше раскрывать. И вы будете очень довольны, вы будете счастливы. Ну, в целом, давайте еще вернемся несколько к Сатурну. Почему? Потому что это ваша планета-управитель, и она в течение всей вашей жизни может вас заставить пройти через самые трудные испытания. Но вместе с тем будет давать вам достаточно сил, чтобы справиться с ними. И вот в этом все вы. Вот Козероги очень часто сталкиваются с проблемами и справляются с ними благодаря своему терпению. Когда вы четко знаете, что нужно подождать, что жизнь сама приведет вас к вашему предназначению, то вы вполне справляетесь со своей кармической задачей. И Козерог во всех вещах, во всех ситуациях, он преуспевает благодаря и ясному сознанию, и терпению, и самообладанию, и мудростью, и выносливостью, что немаловажно. Потому что Сатурн — это планета мудрости и умеренности, и вы обязаны
обязаны обладать такими качествами. Потому что под эгидой, под знаком зодиака Козерога рождаются старые души. То есть это люди, которые уже прошли не одно воплощение. Ваша задача прийти в мир и научить людей бороться с их пороками, показывая в чем-то, может быть, на своих примерах. И знаете, вот как это парадоксально бы не звучало, чем младше Козерог, тем старше он себя чувствует. Вы это можете замечать по своим деткам или внукам, которым совсем мало лет, которые являются козерожками. Какие умные и мудрые вещи они говорят. Знаете, как говорят, умен не по годам. Вот это вот про козерогов. Вы будете даже диву даваться, как вообще в таком возрасте у ребенка могут быть такие умные изречения или такой умный подход к жизни. И причина этого кроется в том, что начиная с самого раннего возраста вы ощущаете на себе большую ответственность. Такую ответственность, что жизнь вам во многом кажется слишком тяжелой. И вот это ощущение иногда становится частью вашего характера. Потому что вы ощущаете, что должны нести какую-то ношу. Поэтому вы всегда должны быть серьезными. И не зря говорят, да, что некоторые козероги не слишком эмоциональны от природы. Потому что вам крайне важно держать свои эмоции в ракушке от всех, чтобы никто не увидел ваших внутренних переживаний. Вот не совсем так. Тоже научитесь раскрывать эмоциональный ряд. Пусть с вашими близкими людьми, но научитесь говорить о эмоциях. Не закрывайте свой внутренний мир. Это во многом вам поможет избавиться от каких-то внутренних проблем. И вот эта ваша позиция, когда вы прям чересчур слишком серьезно относитесь к жизни, она может начать тяготить вас самих. Вы можете начать замыкаться в себе и воспринимать вашу жизнь как трудную миссию. Ситуация, когда вам сложно расслабиться или чем-то начать наслаждаться. Потому что у вас внутренняя такая может быть позиция, как я от всего устал. То есть вы можете быть на самом дорогом, на шикарном курорте, в окружении любимых и любящих людей, но ощущать какой-то груз, вот вас все не устраивает. Потому что вы слишком длительный период находитесь в состоянии внутреннего стресса, невроза. И вот это нужно учиться в себе прорабатывать. Потому что одна из основных кармических задач Козерога – это научиться справляться с привычкой нервничать по пустякам. Потому что причиной ваших волнений, может быть все что угодно и кто угодно, это вопрос пессимизма и внутреннего беспокойства. Говорят о том, что вы потеряли веру в совершенство устройства Вселенной. И вам кажется, что вам нужно срочно начать все контролировать, иначе без вас все рухнет. Я говорю, возвращаясь к моей бабушке, это тот человек, который, выполнив свою работу, пойдет проверить абсолютно всех домочадцев, кто чем занят, кто там выполняет ее указания, кто не выполняет, правильно ли все выполнены ее ЦУ. Знаете, то есть это врожденное. С этим, никак. Вообще, поэтому козероги зачастую являются управленцами, топ-менеджерами, владельцами собственного бизнеса, высокопоставленными чиновниками, потому что это ваша упертость, желание идти и двигаться напролом. На самом деле в жизни дают большие результаты, поэтому 10-й дом, дом карьеры, статуса, успеха для вас это просто как вопрос вашего самовыражения. Но вы должны научиться и стремиться к тому, чтобы в каждом деле находить радость для себя. Это очень важно. Но, кстати, Сатурн у вас не только наделяет редкой амбициозностью, но и создает, конечно, препятствия на пути реализации ваших амбиций. Вам кажется, что другим дано то, чего нет у вас, и что другим проще добиться успеха. Вы можете начинать ревновать других людей к их успеху, считая, что им повезло и достался им счастливый жребий, хотя это не так. Это всегда, знаете, такая позиция, когда кажется, что у соседа трава всегда зеленее. Но жизнь непременно балует Козерога успехами, если он ставит перед собой цель совершенствоваться духовно. Потому что когда вы начинаете бороться со своими страхами, волнениями, низкой самооценкой, отказываетесь от своих эгоистичных желаний, желания заставлять мир крутиться вокруг вас или действовать так, как хочется вам, то наконец-то вы сможете достичь полноразмерного счастья. Но давайте с вами будем смотреть узловые точки, анализировать, что же по каждому из домов. Итак, смотрим с вами первый дом. Что у вас по первому дому? По первому дому у вас ложится двойка чаш. И с этим у вас нет никаких проблем.
Что такое первый дом и за что он отвечает? Первый дом – это наша внешность, это наше «я», это наш характер, это наше самовыражение, наше позиционирование в социуме, восприятие себя, наша конституция, манеры, темперамент, характер. И по двойке чаш это позиция «я красавчик» или «я красотка». И более того, поскольку здесь двойка чаш, это отклик социума. Вас любит публика, вас любят люди, вас любит окружение, вас любит социум. И у вас нет проблем с самовыражением или самоидентификацией. То есть здесь у вас все в порядке. Первый дом для вас не является проблемным. Если мы будем смотреть второй дом, что у вас по второму дому? А вот здесь ложится десятка мечей. Сейчас буду объяснять. Поскольку второй дом – это точка возможностей, иными словами, это наши ресурсы, это наша энергия, не путать пока со здоровьем. Это имущество, доход, бюджет, вопросы благосостояния, наличных денег. И здесь десятка мечей говорит о том, что нет денег, нет жизни. Все, Козерога ничего другого интересовать не будет. Потому что десятка мечей – это позиция «все или ничего». Без денег вы в принципе ничего не видите, не смыслите существования. Потому что нет денег, нет возможностей, нет финансовой свободы, нет стабильности, нет защищенности, нет безопасности, нет завтрашнего дня. То есть для вас это прямо пропорционально вашему восприятию. Дьявол – это и есть зависимость от материального, которую сложно проработать, но это ваш бич, с которым придется работать фактически всю свою жизнь. Давайте смотреть, каким образом прорабатывать этот кармический узел. Восьмерка чаш, жрица и туз монет. И дно колоды, смотрите, у вас повешенный. Причем, обратите внимание, здесь повешенный несколько иначе изображен. Не в непривычном нам видении, когда он подвешен на дереве, здесь его взор устремляется вверх. То есть это изменение сознания, это совершенно иной духовный взгляд и подход к вещам. И вот как прорабатывать? Смотрите, восьмерка чаш, жрица и туз монет. Чем больше вы будете здесь отдавать на благотворительность, тем больше вам будет возвращаться. Если вы всецело будете держаться за материальное, по восьмерке чаш очень много в жизни будете терять. Прям очень много. Ну, то есть из серии, там, не знаю, построили бизнес, он сгорел. Купили супердорогое авто, там кто-то вам его разбил, даже не по вашей вине. Ну, то есть это постоянно будет, знаете, как вот эта карма бить по шее. Не цепляйся за материальное. А если ты хочешь, чтобы оно присутствовало в твоей жизни, начни заниматься вопросами благотворительности. Потому что жрица – это быть духовным. И по тузу монет, да, любить деньги, выстраивать грамотные взаимоотношения с деньгами, но за них не держаться. То есть в первую очередь, если есть ресурс, также научиться помогать другим. Смотрим с вами третий дом. Что у вас здесь по третьему дому? Третий дом, аркан справедливость. Тоже такая сложная узловая точка, буду объяснять почему. Третий дом – это точка коммуникации. Она отвечает за взаимоотношения человека с окружающими. То есть это родные, соседи, это близкие родственники, братья, сестры, приятели. То есть, иными словами, круг повседневного общения. Он также, третий дом у нас отвечает за начальное, среднее образование, за курсы, мастер-классы, бизнес-тренинги, то есть краткосрочное обучение, за расширение вашего интеллекта, за ваше развитие. Так, о чем здесь говорит аркан справедливість? Як кажуть українською мовою, це трохи зверхньо ставитись до оточення. Либо, перефразирую, это не поверхностно, это будет некорректно, неправильно. Предвзято, тоже не совсем корректно относиться к окружению. Ну, то есть это, знаете, как это смотреть сверху вниз. То есть вы все никто. Я вам расскажу, кто здесь хозяин. Ну, сейчас объясню, не обижайтесь, потому что по справедливости это ставить себя выше других. В общении, в коммуникации. И неважно, даже если перед вами будет стоять топовое руководство, но вести вы себя будете так, как будто вы здесь
хозяин положения или хозяйка положения. Это врожденное. Это, знаете, как говорят, порода. С этим вы ничего не сделаете. Здесь просто нужно пытаться более мягкими в общении с другими людьми и стараться налаживать гармоничные контакты, не быть слишком предвзятым, быть объективным, а не субъективным в общении, в коммуникации с другими лицами. И тогда у вас здесь все будет в порядке. Ну, конечно же, я вам раскрою этот аркан, мы с вами посмотрим, как прорабатывать эту узловую точку. Десятка жезлов, умеренность и четверка монет. Десятка жезлов. Не брать на себя больше, чем можете поднять. Особенности общения. Не делать общение тяжелым. Что значит не делать общение тяжелым? То есть не вести себя пафосно. Умеренность — это сохранять баланс, это идти на контакт, это идти первым навстречу, это коммуницировать, не закрываться. И четверка пентаклей — это сохранять личные границы, как свои, так и других людей, не нарушать их. И тогда у вас все будет гармонично складываться в социальном общении. Если мы будем смотреть вопросы четвертого дома, что у вас по четвертому дому проходит? Император. Ну, мой дом, моя крепость, это очевидно, да? Тем более четвертый дом для вас это фактически все. Почему? Потому что дьявол, опять же, зависимость от материального. Что такое у нас четвертый дом? Четвертый дом — это точка нашего происхождения. Иными словами, это фундамент, на который мы опираемся с рождения. Это наша ступенька, наш трамплин для восхождения по социальной лестнице. Вот именно здесь закладывается основа будущих социальных побед, которые и найдут свое выражение в 10 доме. Вот видите, для вас наиболее важная ось, по которой в жизни вы живете, ось 4-10 домов. Вот. Это фактически, назовем так, ваш бич. Так вот, о чем здесь идет речь? По императору в детстве могли испытывать давление властного отца или матери. Здесь не имеет значения, кто на вас так давлел, потому что это то, что формировало ваш характер, условия. У некоторых могло быть трудное детство. И теперь с вашей стороны может присутствовать нотка тирании в общении, в семье, во взаимоотношениях. Но и вы слишком зависимы, повторюсь, от материального. У вас, во-первых, должна быть «мой дом», полная чаша, мой дом, моя крепость, потому что именно здесь вы находите отдушину, отклик, отдых, восстановление ваших сил, ваших ресурсов. И опять у козерогов за счет земельных участков, вопросов недвижимости у вас задача, знаете, как накапливать ресурс, потому что это будет том имуществом и той, скажем так, ноткой безопасности, которая вам даст стабильность в жизни. То есть то, что вы сможете передать потомкам. Но для вас так это априори важно. Давайте даже посмотрим, как вам нужно прорабатывать, хотя аркан здесь не является у вас негативным, но тем не менее. Туз чаш, десятка чаш, семерка мечей. Это такая позиция. Все в дом, все в семью. Дом — полная чаша. И еще такой момент. Ваши ресурсы многим из вас будут позволять жить на несколько домов. На 2 дома, на 2 семьи. Не у всех. Это в большей степени выражено для мужчин козерогов. Но действительно может быть 2 семьи одновременно, которые вы можете тянуть. Поэтому вот так. Смотрим с вами 5-й дом. Что у вас по 5-му дому? 9 монет. Ну, она прям просится сама. Я вам ее просто покажу, а потом объясню. Что такое 9 монет? Для девушек и женщин это для кого-то быть на содержании у любовника или любовницы, а для мужчин это иметь такую любовницу на содержании. Смотрим, что тут по факту. Ну, по рыцарю жезлов это оплатить за страсть. Тем более первой выходила 9 монет. Хочешь роскоши, за все в этой жизни нужно платить, и за удовольствие в том числе. Поскольку 5-й дом у нас точка влечений, он отвечает за детей, искусство, за разного рода удовольствия, за наши прихоти, в принципе, за развлечения, игры, азарт, творчество, искусство, успех, славу, любовь любовников. По рыцарю жезлов это ресурс, благодаря которому вы наполняетесь. Для вас по дьяволу крайне важна составляющая сексуального формата, то есть не просто секс ради секса, как механика, а именно разрядка эмоционального плана, потому что это для вас также источник и ресурс восполнения ваших сил. Но здесь, так вы понимаете, поскольку тут идет проработка комплекса Наполеона, то вам должен быть у вас такой партнер или партнерша, который на вас, там, не знаю, будет преклоняться, восхвалять вас в постели, рассказывать: о боже, как мне повезло, и вообще никого лучше в жизни не было и никогда не будет. Потому что, как это странно не звучит, но это для вас важнее,
нежели вы чувственно ощущаете, что человек с вами там кайфует, да, в сексуальном контексте. Все равно словесное выражение для вас это как бальзам на душу. Это вот то признание, которого вы так ждете. Смотрим с вами 6-й дом. Что по 6-му дому здесь проходит? По 6-му дому. По 6-му дому у вас здесь ложится 3 мечей. Ну, не обижайтесь, но здесь совершенно халатное отношение к своему здоровью. Почему? Потому что 6-й дом – точка силы. И ключевыми понятиями для этого дома это является ежедневная рутинная работа, это исполнение служебных обязанностей и забота о здоровье. Да, это может быть акцент взаимодействия с подчиненными или с вашими работодателями, но все равно основной посыл – это самочувствие, болезни, лечение и так далее. Итак, если это взаимодействие с подчиненными, то четкое разделение полномочий и, знаете, позиция «я хозяин, ты раб». Ну, простите меня, но по 3 мечей это именно может быть такой формат поведения и взаимоотношения, то есть деление на социальные слои. С точки зрения состояния здоровья, это халатное взаимоотношение к своему здоровью, и у многих представителей знака зодиака Козерог могут быть проблемы с сосудами и проблемы сердечно-сосудистого плана, сердечно-сосудистой системы. Поэтому здесь нужно контролировать и зависимости, то есть табакокурение, алкоголь, опять же, чрезмерные сексуальные нагрузки для кого-то, но и вопросы питания. То есть, иными словами, вам нужно контролировать свои пороки. Без этого никуда. Даже сейчас посмотрю, поскольку это уязвимое для вас место, что у вас здесь. Что у вас здесь? Жрец, смерть и 7 чаш. То есть ограничить потребность в удовольствии. Жрец – это жить более духовной жизнью. Смерть – трансформация и отказ. Отказ от чего? 7 чаш. От избыточного количества ваших желаний. Ну, то есть, как я вам говорила, да, если по здоровью, то это научиться контролировать себя в своих «хочу». Смотрим с вами 7-й дом. Что у вас по 7-му дому? Какова ситуация? Башня. Оно неудивительное, потому что для вас является проблемным домом, дом партнерства. 7-й дом – это точка «ты». Сейчас я объясню, о чем здесь идет речь и как это характеризует вас. 7-й дом отвечает за брак, за партнера, которого вы себе выбираете. Причем это как партнер для личной жизни, так и, допустим, партнер для деловых взаимоотношений. То есть, иными словами, это партнерство по добровольному соглашению, договору, союзу. Также здесь могут проходить открытые враги и конкуренты. Если это касается врагов и конкурентов, то есть это фактически их убирать, стирать с лица земли, у вас это тут чисто скорпионие выражение, чисто скорпионие натура проходит, потому что вы крайне обидчивы, злопамятные, мстительные. Это проработать, отпустить возможно только единицам. Остальные, ну не можете, вы понимаете, ну это по карме у вас так идет. Я сейчас даже дотяну. Посмотрим. 4 чаш, 5 чаш и 9 пентаклей. Иными словами, ваши враги должны заплатить своей жизнью или своими эмоциями, или материально. Все, другого здесь не дано. Это, знаете, как позиция откупа по ситуации. Если мы будем смотреть с вами формат деловых взаимоотношений, то что здесь будет? По формату деловых взаимоотношений паж жезлов, паж монет и солнце. Вы не сможете простить вашему деловому партнеру, когда кто-то пытается, как это сказать, перекричать ваше эго или в чем-то вас превзойти. Вы не прощаете партнеру успеха. И если вы видите, что ваш компаньон, соучредитель становится более успешным, вы человека сожрете или задавите. Ну вот, потому что башня – разрушение. Вы разрушаете всех тех, кто становится, знаете, как кто пытается вас сместить с пьедестала. Если мы будем с вами смотреть и анализировать вопросы личной жизни, о чем здесь будет говорить башня? Королева чаш, 8 монет и 2 мечей. Вот когда вы не получаете эмоциональной подпитки отдачи, что вы значимы, что вы любимы, что ценят ваш труд и ваши вложения в семью, в быт и так далее, по 2 мечей вы сразу находите себе альтернативу в союзе. То есть вы будете искать отношения на стороне, строить вторую семью. А партнера, с которым вы живете, неважно, женщина или мужчина, вы будете разрушать.
потому что по башне это как деспотия, это задавить, это загнать под плинтус, это, ну, это абьюз. Вы меня простите, но здесь быть абьюзером по полной программе, если, повторюсь, вы не получаете этой отдачи. Как вам это проработать, если начинаются такие моменты? Вам нужно научиться говорить о своих эмоциях. Вам нужно научиться быть открытым, проговаривать ваши цели и желания и компилировать их с желаниями вашего партнера или партнерши. Вот тогда этой ситуации можно избежать. Мы смотрим с вами 8-й дом. Что у вас по 8-му дому? По 8-му дому 10 пентаклей. Здесь все прекрасно. За что у нас отвечает 8-й дом? Это точка границ или дом жизни и смерти, дом, который отвечает за общие капиталы, наследство, страховки, завещания, нотариальные дела, преобразование, продолжительной жизни, тайны, секс, оккультные способности и так далее. О чем же здесь говорит 10 монет? Поскольку 8-й дом у нас также отвечает за материальные ценности и финансовые дела брачного или делового партнера, то удачно жениться или удачно выйти замуж, обогатиться за счет партнера, или удачный бизнес-партнер, за счет которого вы поднимаетесь. Опять же, поскольку это дом чужих денег, это суды, капиталы, инвестиции, которые даются вам легко, кредиты, ипотеки и так далее. То есть с этим у вас проблем нет. И если это оккультные способности, то которые передаются по роду. Многие из козерогов могут быть практиками. Если это вопросы сексуального контекста, то секс должен быть в идеале для вас традиционным и насыщенным, но когда вы теряете с партнером эмоциональную связь, повторюсь, вы уходите в поиск лучшего. И если смотреть вопросы продолжительности жизни, как правило, козероги долгожители, но если следят за своим состоянием здоровья. Вот так. Смотрим с вами 9-й дом. Что у вас здесь по 9-му дому? По 9-му дому 4 мечей. Вот в этом-то как бы и заключается проблемка. Почему? Потому что 9-й дом – точка духа. Дом интеллектуальной жизни, религии, путешествий, эмиграции, дальних поездок за границу. Это в целом дом изменения мировоззрения, это философские убеждения, это вера, религия, это вопросы высшего образования, роста вашего авторитета. Вы скажете, в чем же здесь проблема? Нельзя сказать, что вы не интеллектуальные люди или вы не интересуетесь культурами других народов, религией, расширением вашего сознания, изменением мировоззрения и так далее. Это не так. У вас может быть и 2, и 3 высших образования. Но основная заминка по 9-му дому с 4 мечей – это что бы вы ни учили, сколько бы вы ни изучали, вы будете жить по принципу «есть мое мнение, есть неправильное». И вас в этом никто не переубедит. Хоть вам будут, я не знаю, вы там спорите на тему религии, вам тут на стол бьют трактатом и говорят, вот, читай черному по белому, вы скажете, мне похер, потому что здесь написано неправильно. Почему? Потому-то, потому-то, потому-то. И вы будете приводить свои доводы и аргументы. Вы не будете слышать других людей. Поэтому по поводу точки духа, это как раз научиться принимать чужую точку зрения, научиться слышать других людей. А с этим есть проблемы. Сложно. Смотрим 10-й дом. Что по 10-му дому у вас? По 10-му дому здесь ложится 3 жезлов. Ну, это карта призвания, признания. И здесь 10-й дом, я вам уже объясняла, это ваш дом роста, славы, уровня профессионализма. Поэтому здесь вы можете достичь самых высоких высот, немыслимых достижений. Здесь нет смысла заострять свое внимание, потому что карта показывает, что это ваша стезя, вы здесь как рыба в воде. И я не знаю таких козерогов, которые не могли бы найти себя, свою нишу, свою реализацию, не добиться каких-то успехов. Да, может быть, у кого-то это не приходит сразу, может, у кого-то в основном, у козерогов призвание и колоссальный рост приходит после 40 лет. До 40 вы можете еще, знаете, говорю, искать себя, но тем не менее. Если смотреть 11-й дом, что у вас здесь? 7 мечей. Это то, о чем я вам говорила, сейчас буду еще раз проговаривать. Поскольку у нас 11-й дом – это дом точки социальности, это друзья, единомышленники, это спонсоры, меценаты, покровители, это высшие чины эшелонов власти, это дом осуществления надежды, благотворительности, идеи, идеала, мечты, дом выигрыша.
О чем же здесь говорит семерка мечей? Во-первых, идти за ложной мечтой, идти за ложной идеей, идти за ложной целью. Это когда вы чего-то хотели, но это навязано вам извне кем-то. Достигаете этого и думаете, блин, зачем мне это надо? Это не то, что я хотела, это не мое. Ну, то есть я хочу другого. Это, знаете, как осознание того, что это было навязано социальным миром, трендами, еще чем-нибудь. Если рассматривать вопросы друзей-единомышленников, друзья, которые лгут в глаза, льстят, спонсоры, меценаты и покровители, которые готовы вам лобызать, как говорится, и целовать вас в зад, лишь бы получить от вас какую-то выгоду. Поэтому задумайтесь. И если вас спонсируют или инвестируют, опять же, с задней мыслью, с целью что-то от вас потом получить. То есть это не будет вопрос бескорыстия. Смотрим, как вам это проработать, эту ситуацию и этот 11-й дом. Что здесь по факту? Что у вас здесь? Двойка монет, двойка жезлов и пятерка чаш. Не очаровывайтесь и не будете разочаровываться. Помните о дуальности людей, о их двуличии, о том, что не требуйте призвания и признания каких-то ваших дел, поступков, целей, и тогда вокруг вас не будет ложных людей, лживых людей. Это важно понимать. И смотрим с вами 12-й дом. Что у вас проходит по 12-му дому? И у вас здесь ложится пятерка пентаклей. Кстати, вот хотите верьте, хотите нет, можете пересмотреть знаки зодиака. По-моему, вы третий знак зодиака, которому ложится этот аркан в 12-м доме. Почему? Потому что это как раз основная карма. Не проработана духовность, поэтому идут такие проблемы по остальным моментам. То есть тут нужно проработать свои зависимости, свои низшие вибрации и идти к более благим целям. Что такое пятерка пентаклей в 12 доме? Поскольку 12 дом — это точка одиночества, тут у нас проходят монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, работа в больницах, тюрьмах или приютах, в закрытых учреждениях или секретных организациях. Это в целом дом тайны, глубинной памяти, уединения. Это дом страданий, проработки страхов, дом тайных связей, тайных врагов, скрытых болезней, оккультных знаний, а самое главное — отработки кармы. Так вот, пятерка монет говорит о том, что когда тебе плохо, помоги другому. Потому что, помогая кому-то в такой же сложной ситуации, как у вас, вы вытягиваете не только этого человека, но и себя самих. Опять же, пятерка монет. Когда вам плохо, вам требуется и уединение, вам требуется посещение намоленных мест, святых мест, даже если вы атеист. Для кого-то ретриты там, на острова, для кого-то паломничество по храмам, по мечетям, по синагогам, в зависимости от того, какую религию, веру вы исповедуете. Потому что вам крайне важно наполниться эмоционально, внутренне, духовно. И когда в жизни случаются какие-то неприятности, вы начинаете искать ответы в себе. Пытаетесь их найти в святых писаниях. И вот здесь, вот этот момент обращения к высшему «я», какой-то кризисной ситуации, как раз и позволяет вам уходить от низких вибраций к высоким вибрациям. И не могу сказать, что жить праведно, но жить правильно. Это, скорее всего, будет наиболее точное выражение. Поэтому, козероги, правильной вам жизни, счастливой жизни, благодатной жизни. Надеюсь, что эти рекомендации от карт Таро действительно смогут поменять вашу жизнь в лучшую сторону на 180 градусов, проработать эти сложные кармические узловые точки и дать вам почувствовать вкус жизни, ощутить, насладиться и почувствовать себя счастливым. Более того, делать счастливыми других людей. Это очень важно и очень для вас значимо. Благодарю вас за то, что остаетесь со мной, за то, что уделили внимание моей деятельности. Также благодарна вам за ваши лайки, комментарии, ваши донаты и подписки. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.